Привет! Сегодня будем краситься, и я обещала вам показать мой новый макияж, потому что сейчас использую исключительно кремовые текстуры, и на самом деле такой макияж очень просто превратить из дневного в вечерний, и я надеюсь, что он вам понравится, и вы возьмете какие-то приемы для себя на заметку. И, кстати, было бы очень здорово, если бы вы сейчас, например, поставили бы это видео на паузу, взяли бы свою косметичку и затем продолжили бы делать макияж вместе со мной. Я не буду соблюдать какую-то строгую последовательность в плане нанесения средств. Я считаю, что в макияже надо быть немного художником и подойти к этому процессу чуть более креативно, учиться смешивать разные средства. И, естественно, я уже подготовила кожу к нанесению макияжа. И тема уходовой косметики – это отдельная история. Напишите в комментариях, если она вам интересна, я подумаю над созданием такого видео. Обычно мой макияж я начинаю с прозрачного стика, многофункционального от Chanel, потому что его можно наносить в качестве бальзама для губ, можно как раз таки использовать в качестве хайлайтера, можно наносить на веки или можно фиксировать брови, например. Я, кстати, перестала пользоваться базой с подсвечивающим эффектом, использую только стик. Наношу на область скул и чуть-чуть над бровью. С одной стороны, вот таким вот образом, галочкой, и с другой стороны. Можно чуть-чуть нанести на губы. Дальше беру консилер. Вы знаете, этот прием, иметь несколько оттенков консилера, это очень здорово, чтобы подобрать идеальный оттенок. Например, сейчас у меня кожа немножко осталась еще загорелой, поэтому буду использовать консилер чуть более темного оттенка Yves Saint Laurent номер 3. И здесь, на самом деле, я стала по-другому наносить консилер. Не наношу его на область под глазами, а просто ставлю точку одну здесь, одну здесь, дальше около крыльев носа, то есть наношу очень точечно в небольшом количестве на те места, которые просто хочу скорректировать. Аккуратненько пальчиком начинаю распределять средства. Немножко на область век и буквально чуть-чуть. Я двигаюсь прям по косточке, то есть сильно близко к нижнему веку не подступаю. Здесь основная фишка в том, что я двигаюсь именно точечно и использую совсем чуть-чуть корректирующего такого средства, только на те места, где мне это необходимо. Что делаю дальше? Я сразу же наношу помаду. Помада у меня сейчас L'Oreal 642. Я вам про нее уже говорила, она бюджетная, очень классная. Покупаю второй тюбик. Наношу помаду на губы. И то же самое распределяю пальчиком, очень плавно, просто вбиваю и наношу помаду в качестве румян таким вот образом. Можно чуть-чуть на переносицу. Я знаю, выглядит, может быть, немного странно, но на самом деле работает, потому что все эти цвета вы объедините, и таким образом макияж будет смотреться супер гармонично, и это очень просто. Распределяю кисточкой. Сейчас есть огромная тенденция на то, чтобы действительно сделать макияж незаметным. Нужно научиться хорошо растушевывать средства, и тогда он у вас будет супер естественный и очень-очень красивый, очень сексуальный в том числе. Дальше что делаю? Использую
скульптурирующий стик от Kiko Milano. У меня их на самом деле два. Один в номере 200, другой номер 201. И буду наносить его на область под скулами, то есть там, где я хочу немножко затемнения. Как обычно, втягиваю щеки и просто рисую таким вот образом. И можно немножко в складку века. То же самое. Все очень просто. Я могу сразу смешать, могу потом добавить. Здесь ничего не разбила. Поехали дальше. Возьму кисточку и хорошо все растушую. Растушевываю, как будто бы вожу кисточку по одному и тому же месту. Здесь главное, не опускайтесь сильно на область щеки или ближе к губам, то есть главное оставить небольшую такую скульптуру лица чуть-чуть повыше. Очень классный стик на самом деле. Вы знаете, я сейчас прихожу к такому мнению, что абсолютно не обязательно иметь какие-то супердорогие средства. Сейчас действительно есть огромный выбор, и в каждой ценовой категории можно подобрать что-то классное. И не обязательно, чтобы косметика, которую вы используете на каждый день, была дорогой или люксовой. Я думаю, что здесь тоже классно делать микс, как и в гардеробе, то есть, может быть, какие-то средства чуть более дорогие, мешать с более демократичными марками, поэтому что-то есть. Так, двигаюсь здесь просто, тоже растушевываю, и могу даже подняться сразу на веко. Чуть-чуть здесь. Кисточка у меня специально достаточно крупная, не тоненькая. Ну, как крупная, наверное, она больше средняя, да, и таким образом позволяет сделать очень мягкую растушевку. Поднимаюсь на складку века. Все. Теперь я могу добавить номер 201, он темнее, просто чтобы чуть больше выделить скулы, если мне этого хочется. Иногда я это не делаю, иногда делаю, но давайте попробуем. Опять же, иногда темный стик я использую для вечернего макияжа, просто его добавляю. И то же самое, просто продублирую немножко. Я могла бы это сделать и вместе с предыдущим стиком, и все сразу смешать. Я не нажимаю, то есть нет никакого сильного давления на кисточку, то есть я больше двигаюсь верхней частью кисти. Можно, если вы увидели, что где-то, например, много продукта добавили, можно распределить его и пальчиками. Естественно, это позволяет сделать именно кремовые текстуры, регулировать вот эту вот интенсивность, да, насколько вы хотите сделать чуть более темнее, немножко послабее. Очень быстро тоже, я в принципе люблю быстрый макияж, но этот макияж кремовый вообще никакого времени особо не занимает утром, поэтому тоже здорово. Дальше прихожу на брови, я всегда использую один и тот же карандаш, очень много лет, это MAC, оттенок Flink, и брови буду буквально чуть-чуть подчеркивать сверху, зачесываю их вниз, вот таким вот образом. И немножко прорисую галочку.
слегка касаюсь. Я не хочу какие-то идеальные, неестественно идеальные брови. Таким вот образом, чуть-чуть. Так, и с другой стороны. Затем зачесываю бровь наверх. Брови у меня натуральные, естественные, я их не окрашиваю. И тоже немножко добавлю у основания, буквально чуть-чуть. Тоже стильный ход купить карандаш, где уже с другой стороны есть щеточка. То есть не нужно будет покупать какую-то отдельную щеточку, отдельную кисточку для бровей. Натурально. Вы помните, что сейчас ориентир на естественность. Можно уже, в принципе, и закончить макияж, все отлично. Ну, давайте, я буду наносить тушь для ресниц. Обычно я ресницы завиваю. Можно, в принципе, сейчас и не завивать, но я забью. И использую мою любимую тушь Kevyn. Я ее постоянно тоже покупаю. Мне больше всего нравится вариант для объема. Очень легко, очень просто. Так. Немножко накрашу нижние ресницы, буквально чуть-чуть. 3 касания. В макияже аккуратность — это очень-очень важно. И затем буду наносить румяна. Тоже кремовый стик от Kiko номер 4. Они, конечно, такие очень яркие, супер яркие. Но когда я их распределю за счет кисточки, все будет здорово. Наношу прям на косточку, чуть-чуть повыше. Можно сюда и можно чуть-чуть на губы. Так, и с пальчиком. Вы часто тоже спрашиваете, какой оттенок помады использую. Точно не одну, то есть я смешиваю. И распределяю кисточкой. Ну все, мой макияж готов на самом деле, то есть больше ничего не буду добавлять, прибавлять, этого, на мой взгляд, достаточно. И таким вот образом только кремовые текстуры, растушевка, все очень просто, все средства компактные, в таких вот стиках, все это очень удобно брать с собой в путешествие или положить в сумочку. Я не использую пудру, как-то у меня с ней не получается дружба, никогда не была пудры, и если вдруг в течение дня я, например, засияю как-то неестественно, то я с собой беру такие специальные салфетки, за счет которых могу просто убрать лишний блеск. И если вдруг вечернее мероприятие, я вам вначале говорила, что такой макияж можно очень легко превратить в вечерний, то я, скорее всего, добавлю кремовые тени. Мне сейчас очень понравился оттенок 10 от Armani, и давайте попробуем его нанести. Тоже буквально немного, чтобы просто усилить глубину и макияж глаз. Нанесу чуть-чуть на нижнее веко, в центре. Даже не на все, просто центральная часть, вот таким вот образом. И нанесу на подвижное веко хаотично, как получается. Таким вот образом. Выглядит странно. Но сейчас я это все растушую.
Вот таким вот образом. И все. Можно чуть-чуть снизу убрать такую резкую линию, тоже растушевать. Ну, собственно, и все. Все предельно просто. Вот так. Никакой палитры с раскладными тенями, я это вообще не люблю. Одно средство и можно отправляться на вечер. Как видите, все очень просто, легко, быстро. Такой макияж вы сможете превратить из дневного в вечерний, поэтому пробуйте. Я надеюсь, что он вам понравился. Натуральный макияж — это отличный ход и выглядит современно, стильно, женственно. И думаю, что кремовые текстуры — это тоже отличный прием, поэтому напишите в комментариях, если вам понравился такой макияж, и, может быть, вы что-то тоже попробуете из тех средств, которые я сегодня показала. Спасибо большое за то, что вы провели это время вместе со мной. Мы с вами увидимся, как обычно, в следующем видео. Я вас целую, обнимаю и до скорой встречи. Пока-пока!